Всем привет, друзья! Вы на канале STM Solution. И сегодня мы начинаем новый раздел на нашем канале. Это руководство по Google таблицам. Сегодня мы начнем с самого простого. Это создание небольшой таблички с определенным количеством надписей, и так далее. И форматирование его по цветам. Итак, поехали. Для того, чтобы создать Google таблицу, вам, естественно, необходим Google аккаунт. Я думаю, он у вас есть. Рассказывать, как его делать, вам не надо. В Google аккаунте у вас должен быть Google диск, подаренный вам от компании Google на 15 гигабайт. В него можно попасть как через вот это вот меню на стартовой странице Google, так и просто написав в адресной строке адрес Google Drive, Google.com. Тут вы попадете на страничку с вашим виртуальным хранилищем. Далее нажимаете «Создать» и выбираете Google таблицы. После этого открывается у вас новая таблица, которую в первую очередь необходимо назвать. Давайте назовем ее. Сейчас у нас ничего нет. Начнем. Пишем фирма. Кнопочкой вправо переходим на следующее окошко. Модель. Вот. Производство. Как вы видите, год производства уже залазит за выделенное поле. И ниже пишем. Итак, вот мы написали наши вводные данные, но как вы видите, изображение таблички кардинально отличается от того, что есть вот здесь. Здесь более понятно, более нормальный шрифт, все по цветам разбросано, нету невидимых частей текста, поэтому давайте начнем сразу с форматирования и выравнивания текста. Итак, чтобы нам отцентрировать текст, необходимо выделить все. Выделяем его так, это все. Переходим сюда и выставляем по центру. Сейчас у нас текст переставится весь полностью по центру. Далее, что нам необходимо сделать? Увидеть полностью эту надпись. Поэтому мы опять же выделяем все и находим перенос текста. Переносим по словам. Теперь у нас полностью видна вся надпись, как здесь, так и здесь. Так же само, как вы видите, если мы выделили все, это условие, грубо говоря, условие, будет работать для всех ячеек. Теперь можно немножко отцентрировать текст по центру и по горизонтали, и по вертикали, как вы видите. Уже более-менее понятный вид. Давайте немножечко увеличим шрифт до 11. И сделаем верхние основные пункты жирными. Уже более-менее интересно. Но, как видите, год производства непонятно, операционная система, не очень красиво. Для этого нам необходимо сдвинуть немного в бок вот эти несколько столбцов. Но вопрос. Некоторые захотят, чтобы столбцы были одинакового размера. И выравнивать вот так вот, смотреть, одинакового ли размера они, не очень будет удобно. Для этого существует простое действие. Просто выделяете необходимые для вас столбцы. И вот здесь вот в правой стороне столбца выбираете размер, какой вы хотите видеть всех столбцов. И этот размер примут сразу все 4 столбца, которые вы выделили. Так же самое это будет, если вы захотите это сделать с строчками. Они также само примут какой-то определенный вид. Теперь перейдем к форматированию цветом. Выделяете необходимое у вас поле, заходите в цвет заливки и заливаете его. Так же само выбираете с каждым отдельным столбиком.
Следующий этап идет, это создание сетки. То есть мы выделяем, выставляем границы и придаем вот такую вот небольшую сеточку. Так же самое здесь. Выделили, поставили. И последний штрих, это объединение вот этих вот 4 ячеечек в одну. Заходим сюда. Или не заходим, просто нажимаем и объединяем. Так же самое, если вы хотите обратить этот процесс, нажимаете еще раз, и он их восстанавливает обратно. Здесь включаем еще раз сеточку, и вот у нас появилась опять граница. Если у вас есть какие-то вопросы, либо пожелания, либо вы хотите узнать какую-то определенную функцию или формулу в Google таблицах, пишите в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.